Кедр – одно из тех деревьев, чья история тянется через тысячелетия. Его аромат будто открывает дверь в старый мир, в горные склоны Ливана, где кроны кедра ливанского держат небо, в древние храмы, где кедровые балки служили домом молитве, в легенды и тексты, где кедр звучал как образ силы, стойкости и света. Запах настоящего кедра – тихий, глубокий, чистый. Он как дыхание горного воздуха, как ощущение внутренней вертикали, как момент, когда человек вдруг выпрямляется и помнит о том, кем хотел быть. В кедре есть удивительная способность возвращать нас к сути, к простоте, к честности, к собранности, к тому тихому месту внутри, где мы снова чувствуем опору и связь с собой, с другими, с чем-то большим, чем наша повседневность. Недаром в древности кедр был деревом святынь. Из него строили храмы, из его смолы готовили благовония, его древесину считали достойной того, что должно служить веками. Всем привет! Меня зовут Алина. Сегодня мы отправимся в путешествие по миру кедра, дерева, которое знали древние жрецы, царские архитекторы и мудрецы Ближнего Востока. Мы разберем, каким был настоящий кедр, тот самый Cedrus libani, почему его считали священным и какую роль он играл в культурах Леванта, Египта, Иудеи и античного Средиземноморья. Мы посмотрим на кедр глазами археологии, истории, медицины и ароматерапии. Как он использовался в храмах, в благовониях, в строительстве и обрядах очищения. Познакомимся с разными его видами – ливанским, гималайским, атласским. И поймем, как появились многочисленные кедры-заменители и почему их аромат так отличается от настоящего. И в конце я расскажу о своем личном опыте работы с кедром, о том, какие состояния он открывает, какую опору дает и почему его тихий, глубокий запах остается со мной надолго. Когда говоришь «кедр», чаще всего представляешь себе дерево, которое будто держит небо. Мощный ствол, широкие ветви, мягкая синеватая хвоя и тишина, которая звучит внутри, как только на него смотришь. Но настоящие кедры, те самые древние Cedrus, всегда жили в особых местах. Не там, где ходят караваны, не рядом с городами, а выше. На тех горных склонах, где воздух чистый и прохладный, где смола густеет медленно, и где само пространство будто охраняет деревья от суеты мира. Кедровые рощи Ливана, Атласа и Гималаев были похожи на природные храмы. Там не было стен, но человек чувствовал границу. Сюда приходит не случайно. И, наверное, поэтому древние народы видели в кедре не просто дерево, а существо, связанное с высотой, с чем-то, что стоит над человеческой повседневностью. У финикийцев кедровые рощи называли складами света. Не потому, что там было ярко, а потому что древесина кедра не темнела с возрастом, а она как будто держала в себе солнце. У жителей Леванта кедр был деревом, из которого делают то, что должно жить дольше человеческой жизни. Потому что кедр почти не гнил. Его не брали личные мастера, не покупали для маленьких строек. Кедр отдавали там, где строят храм. Люди поднимались в горы всей общиной, выбирали самое прямое дерево. Возвращались сюда через год, через два, потому что кедр срубали не сразу. Ждали правильного времени, правильной влажности, даже правильного расположения солнца. И когда, наконец, ствол ложился на землю, он становился частью чего-то большего, частью храма, частью дворца, частью хранилища свитков, частью корабля, которому предстоит пересечь море. Для древнего человека кедр был материалом, который соединяет землю и небо. Он рос на высоте и служил тому, что возвышает человека. В Танахе кедр появляется снова и снова, как образ правильного внутреннего роста, стойкости, ясности.
праведник процветет, как кедр ливанский. Так говорят о человеке, который не ломается под ветрами времени. И еще одна деталь. Кедр пах тихо. Это не резкая хвойная нота, не шумный аромат сосны. Запах кедра спокойный, глубокий, ровный. Он как дыхание. Есть, но не требует внимания. И именно поэтому его считали ароматом очищения. Дым кедра поднимался вверх мягко, как молитва. И в древних текстах его описывали как дым, который не спорит с ветром. Для Египта кедр был частью кифи, священного благовония, ночных храмовых ритуалов. Для жителей Месопотамии – деревом, охраняющим границы между миром живых и миром духов. В эпосе о Гильгамеше герой идет именно в кедровый лес, потому что это место силы, место памяти, место встречи с тем, что не растворяется со временем. Так кедр стал деревом веков, деревом священного труда, деревом, которое могли срубить только ради того, что должно жить дольше людей. Если есть дерево, которое стало символом целого региона, символом высоты, стойкости и света, то это кедр ливанский. Он рос там, где воздух пахнет холодной смолой и камнем, где горы поднимаются ступенями. От теплых долин к прохладным высотам. И там, на границе земли и неба, начинались его рощи. Ливанские кедры были огромными. Старые деревья достигали такой ширины, что несколько человек не могли обхватить ствол. И когда входишь в эти рощи, даже сейчас, ощущаешь не лес, а какое-то древнее храмовое пространство. Тишина там плотная, медленная, как воздух перед молитвой. Неудивительно, что кедр ливанский стал деревом, с которым древние жители Ливанта связывали все, что должно быть чистым, крепким и долговечным. Когда строили первый храм в Иерусалиме, кедры Ливана были выбраны не случайно. Их древесина почти не гнила, была устойчива к насекомым и времени. И пахло мягко, сухо, спокойно. Как дома, где должно жить что-то большее, чем человек. Кедр считался древесиной, способной хранить свет. В Танахе о нем говорят как о дереве, которое тянется вверх, правильно, не спеша, но уверенно, как человек, который растет не ради внешнего успеха, а ради внутренней правды. Запах кедра ливанского был частью ритуалов, связанных с очищением пространства и человека. Кедровые ветви сжигали вместе с эссопом и другими травами. И этот дым считался очищающим, не резким, как у можжевельника, а ровным, ясным, словно выравнивающим дыхание. Этот дым сопровождал молитвы, жертвоприношения, храмовые служения и моменты, когда человек искал не ответы, а внутреннюю ясность. В писаниях кедр – это не дерево, это характер, состояние, путь. Праведник, как кедр ливанский. Так говорят о человеке, который стоит прямо, не ломается от ветров и умеет держать высоту. Кедр ливанский становится знаком того, что растет честно и остается самим собой в любую эпоху. Важно и то, что кедр для древнего Израиля и Ливана всегда был деревом коллективного действия. Его срубали не ради личного дома, не ради быстрой выгоды, а ради храмов, священных мест, того, что должно служить людям вместе. И, возможно, поэтому запах кедра так тонко говорит о внутренней структуре и устойчивости. У подножия Ливанских гор начинается узкая полоса земли, почти тонкая линия между камнем и морем. Здесь жили финикийцы, народ, который знал цену дереву так же хорошо, как цену волне. Они не строили больших империй, не оставили после себя завоеваний, но они оставили мир с дорогами, и в центре этой истории кедр ливанский. Финикия была бедна ресурсами.
Ни больших рек, ни плодородных равнин, ни бесконечных лесов. Но то немногое, что было – кедр, пурпур и море – они умели превращать в то, что давало силу. Многие деревья финикийцы видели впервые, когда поднимались в горы. Корабельные мастера уходили далеко от моря, зная, что путь обратно займет несколько дней. Но именно там, в холодных рощах кедра Ливанского, начинался любой их корабль. Начиналось путешествие, за которое они отвечали своей жизнью. Старые мастера говорили: корабль – это дерево, которому дали дорогу. Поэтому выбор кедра был церемонией. Они обходили рощу медленно, трогали кору, смотрели на прямоту ствола, на то, как ветви распределяют вес, как дерево держит линию. Плохой кедр не берут. Он подведет корабль в шторме. И потому выбирали долго, иногда несколько дней. Когда дерево выбрали, мастера приносили в рощу благовония. Немного густого дыма, который должен был успокоить лес. Этот жест был простым, но в нем было уважение к тому, что долго росло и теперь будет служить людям. Кедр рубили редко и бережно. То, что упадет сегодня, через год станет палубой, через 5 лет – кораблем, а через 10 – чьей-то судьбой на волнах. Когда кедровый корабль впервые входил в воду, море не обжигало его ароматом влаги. Кедр пах сухо даже под солнцем и соленым ветром. Этот запах моряки узнавали мгновенно, он был запахом дома. Запахом Леванта, мачты, балки, палуба – все это было кедром. И даже когда корабль уходил далеко, к дальним берегам, люди говорили, что кедр помнит родной берег. Держит корабль ровно, держит судьбу тех, кто на нем стоит. Финикийцы торговали кедром с Египтом, Ассирией, Хиттами, Кипром, Критом. Считалось, что кедр – древесина, которую можно доверить храму, гробнице, дворцу или дальнему плаванию. Финикийцы не воевали ради земли, но ради кедра шли войны. Его леса делали целые территории желанной добычей, потому что каждая кедровая балка была не просто материалом, она была строительным камнем культуры. На кедровых кораблях запах смолы смешивался с запахом морской соли. Это была очень особенная смесь, немного сухая, немного сладкая и всегда спокойная. Моряки говорили, что запах кедра удерживает страх, а еще что он напоминает о суше в те дни, когда берег исчезает на неделе. Так кедр ливанский стал не только деревом храмов, как у жителей Леванта, но и деревом дорог. Деревом пути, деревом горизонта, деревом людей, чьи дома там, где море не заканчивается. Если в Ливане кедр был деревом высоты, а у финикийцев – деревом пути, то в Египте он становится ароматом перехода. Ароматом, который соединяет живых и тех, кто уже на пороге иной реальности. Египет умел работать с запахами, как мало какая цивилизация. Для них аромат был не украшением, а голосом, мостом, ключом. И среди множества смол, масел, трав, кедровая смола занимала особое место. Не первое, но и точно не второстепенное. Это был аромат ночи, аромат сохранения, аромат памяти. Кифи. Это не просто смесь благовоний. Это был древний рецепт, который в Египте считали почти живым существом. Его готовили только жрецы и только в определенное время, с определенными песнопениями. В эту смесь входили мирра, ладан, можжевельник, смола сосны и в некоторых ранних рецептах кедровая смола. Кедр добавляли ради его мягкой устойчивой глубины. Он делал аромат ровным, долгим, чуть прохладным, как дыхание ночного воздуха в храме. Когда кифи зажигали вечером, дым не рассыпался быстро. Он поднимался ровно,
как будто тянулся вверх к звездам. И египтяне верили, что такой дым очищает не только пространство, но и мысли человека. Как будто кедр давал возможность услышать тишину. Египтяне были мастерами сохранения. Они хотели, чтобы форма души оставалась узнаваемой, чтобы человек мог пройти в иной мир в целостности. Для этого использовали множество смол – мирру, ладан, мастику, сосновую смолу. Но кедр занимал особое место. Его антибактериальные свойства, его способность сохранять ткань, его сухой, устойчивый аромат. Все это делало его идеальным для ритуала, который должен был длиться вечность. Когда тело натирали кедровой смолой, казалось, что человек словно покрывается светом дерева, которое живет в горах вечными рощами. Кедр символизировал силу, которая держит форму даже тогда, когда все остальное начинает распадаться. В Египте храмы были не только местом ритуала, но и местом изменения состояния сознания. И запахи играли здесь роль проводников. Кедровый аромат использовали в утренних и вечерних служениях, когда хотели подготовить пространство. Не для громких событий, а для тихой собранной работы жрецов. Запах кедра в этих ритуалах был как дверь, которая закрывается, и другая дверь, которая открывается. Он не был сладким, не был тяжелым, он был ровным, светлым, как намерение, которое нужно удержать. Для египтян кедр был деревом, в котором живет свет. Не яркий, а тихий. Свет, который не выгорает. Поэтому кедры считали подходящей древесиной для священных ящиков, шкатулок, ковчегов, где хранили тексты, амулеты и маленькие статуи богов. Туда, где должен жить смысл, ставили кедр. И с тех времен в египетской традиции остался ощущаемый след. Кедр – это материал, который умеет нести память. Если у египтян кедр был ароматом сохранения, то у народов Междуречья он стал образом порога. Той тонкой линии, где заканчивается человеческое пространство и начинается пространство богов. Месопотамцы не жили рядом с кедрами. Для них кедр ливанский был деревом другого мира, древесиной гор, которые они видели только в путешествиях и войнах. Именно поэтому кедр вошел в их мифы не как повседневное дерево, а как символ силы, тайны и борьбы. В эпосе о Гильгамеше герой отправляется в кедровый лес. И это не просто место на карте. Это пространство, которое принадлежит богам. Его охраняет Хумбаба, страж, которого нельзя обойти. Порог, который нельзя переступить без внутренней причины. Для древних месопотамцев кедровый лес был образом мира, стоящего между землей и небом. Они верили, что кедры там не просто растут. Они хранят память о начале, о силе, которую нельзя взять без последствий. Когда Гильгамеш входит в лес, он входит в пространство, где проверяется не сила его рук, а намерение сердца. Он ищет славу, бессмертную память. И именно это желание приводит его к поступку, который меняет все. Он убивает Хумбабу и срубает священный кедр. Для самого Гильгамеша это кажется подвигом, но для мира это нарушение границы. Вторжение в то, что принадлежит богам. И последствия приходят не сразу, а самым болезненным образом. Через судьбу Энкиду и через собственный страх Гильгамеша, который впервые сталкивается с тем, что есть вещи сильнее царской власти и выше человеческой гордыни. Кедровый лес становится для него не победой, а началом пути, первым шагом к пониманию смертности, к поиску мудрости и к тому внутреннему перелому, который делает человека человеком. Месопотамские цари привозили кедр, как трофей и как дар богам. Из него строили ворота, колонны и священные предметы.
которые должны были держать силу в храме. Кедр считался древесиной, которая уравновешивает пространство, не дает злу войти, не дает хаосу распадаться, как будто сама структура ствола несла порядок. В шумерских и ассирийских текстах есть записи о том, что кедровая древесина держит ветер. Это метафора устойчивости, но ее воспринимали буквально. В Месопотамии не было разделения между медициной и магией, поэтому кедровое масло использовали сразу в двух сферах – в лечении и в ритуалах защиты. Масло считалось очищающим и охраняющим дыхание. Его использовали, когда хотели убрать страх, снять плохие сны, успокоить дух. Кедр был ароматом, который выравнивал нервную силу человека. Не возбуждал, не усыплял, а возвращал в спокойную середину. В ассирийской культуре кедр часто изображали на печатях, клинописных табличках, амулетах. Это был знак, который ставили на входах и воротах, как просьбу к богам о защите и порядке. Дым кедра ливанского использовали в обрядах изгнания болезней. Шумерские жрецы сжигали ветви, когда хотели восстановить правильный поток внутри дома или человека. И все это не потому, что они жили среди кедров, а потому что кедр был деревом границы между известным и неизвестным, между человеческим и божественным, между страхом и внутренней силой. В их мире у кедра была роль хранителя. Если ливанский кедр – дерево святынь, то гималайский седрус деодара – дерево тишины. Той тишины, которая живет не в отсутствии звуков, а в ясности внутреннего пространства. В Гималаях кедр растет на высотах, где воздух особенно прозрачный, а свет будто ближе к земле. Здесь он не просто дерево, он часть дыхания гор. Имя, которое говорит за него само. Деодара происходит от санскритского девадару – дерево богов. Это не поэтическое украшение, а прямое отражение того, как его воспринимали в Древней Индии и Тибете. Гималайский кедр считали живой осью, которая соединяет землю и пространство духа. Он стоял там, где медитировали отшельники, где монахи строили первые деревянные храмы, где огонь ритуалов смешивался с ветром и ароматом смолы. В индийских ритуалах кедр гималайский использовали как дерево огня. Его древесина горела ровно, почти без дыма, и давала чистое тепло. Идеальное для ритуалов хаван, огненных жертвоприношений. Кедр добавляли в огонь, когда просили света, когда хотели очистить сознание, когда стремились успокоить ум перед медитацией. Говорили, что дым кедра помогает избавиться от внутренних шумов, как будто вычищает пространство между мыслями. В гималайских деревнях есть старое поверье. Если долгие годы сидеть на одном и том же месте под кедром, дерево принимает на себя часть беспокойства и возвращает человеку ясность. Это, конечно, образ. Но в этом есть что-то удивительно точное. Запах кедра гималайского действительно подходит для медитации. Он не взлетает вверх, как ладан, и не давит тяжестью, как мирра. Он просто тихо держит пространство, как будто говорит: «Останься здесь». В высокогорьях кедр использовали в строительстве домов и храмов. Его древесина устойчиво переносит смену погоды. Дневную жару, ночной холод, туман, ветер. Как будто в ней есть встроенное терпение гор. Кедровый запах пропитывал дома полностью. Полы, балки, пороги. И люди говорили, что этот аромат защищает жилище. Не только от влаги, но и от плохих намерений, от беспокойных мыслей, от всего, что приносит разлад. В гималайской традиции кедр всегда был символом внутренней вертикали. Он растет на крутых склонах, в земле, где трудно удержаться, но все равно поднимается прямо, как будто знает свою линию. И когда люди смотрели на него, они вспоминали о том же.
о своей линии, о своем внутреннем стержне, о способности оставаться собой даже тогда, когда вокруг много ветра. В Северной Африке, на возвышенных плато Марокко и Алжира, растет другой кедр – Cedrus atlantica. Он не такой светлый, как гималайский, и не такой небесный, как ливанский. У него более суровый характер. И это чувствуется в его запахе, в древесине и даже в том, как он держит свои ветви. Атласские горы – это пространство ветров. Там свет жесткий, угловатый, тень почти черная, а воздух имеет вкус сухой смолы и камня. И кедр атласский – ребенок этой земли. Он растет не в мягких лесах, а в местах, где сезонная жара сменяется резким холодом, где днем земля нагревается, а ночью будто остывает до хрустальной прозрачности. В таких условиях дерево становится сдержанным. У него плотная древесина, смола гуще, аромат суше и глубже. Запах кедра атласского чаще всего описывают как сухой, теплый, с легкой нотой кожи и смолистой пыли. Он как старый сундук из кедрового дерева, который много лет стоял в тени и хранил в себе время. В марокканских горах кедр был деревом не храмов, а домов и встреч. Из него делали балки, двери, сундуки. Все, что должно было защищать и сохранять. В берберских племенах кедр считали деревом порядка. Он держит берег дома, делает его стабильным, не дает чужому проникнуть внутрь. Если ливанский кедр – дерево храмов, а гималайский – дерево тишины, то атласский – дерево дома как крепости, дома как внутреннего пространства, которое человек хочет оставить неизменным. Марокканские мастера использовали кедр для шкатулок, резных панелей, мебели, которую считали особенно долгоживущей. Кедр не любит влагу, не поддается червям, не впитывает резкие запахи. И поэтому считался идеальным для вещей, которые должны пережить десятки лет. Один марокканский мастер говорил: «Если хочешь хранить память, храни ее в кедре». И в этой фразе вся местная философия кедра. Вдоль старых караванных путей, которые переходили атласы с севера на юг, кедр был деревом отдыха. Кедровые рощи давали тень, пахли сухо и спокойно, и странники верили, что в этих рощах можно восстановить силы, не только телесные, но и душевные. Запах атласского кедра не ласковый, но честный, как дыхание земли, которая видела много поколений. В его суровости есть что-то ободряющее. Ощущение, что держаться можно, даже когда ветер сильный. У кедра атласского есть особое качество. Он дает ощущение приземления, но не тяжести, собранности, но не подавленности, внутренней силы, которая не требует доказательств. Это дерево тех, кто знает цену устойчивости. Есть еще один кедр, четвертый. Он меньше, скромнее, тише своих великих родственников. Это Cedrus brevifolia, кедр кипрский. Он растет только в одном месте на земле. На крутых склонах Троадосских гор, в сердце Кипра, где леса дышат сухим южным ветром и пахнут тимьяном, камнем и старой смолой. Кипрский кедр не любит толпы. Он растет отдельно, небольшими группами, словно избегает больших рощ. Его ствол стройный, хвоя короче, ветви распластаны шире, чем у других кедров, как будто он хочет держать свет. Cedrus brevifolia пережил столетия засух, пожаров, вырубок только потому, что выбрал себе место, куда трудно добраться. И в этом есть какой-то особый характер. Кедр, который не демонстрирует силу, он просто тихо держит жизнь там, где, казалось бы, уже держаться невозможно. Невысоко от его рощ находятся старые кипрские монастыри. Монахи говорили: кедр – дерево, которое любит тишину, так же, как молитва. Из него почти не строили дома.
Деревьев мало, росли они медленно, и их берегли. Но его ветви, его шишки, его древесину использовали в тех маленьких, тихих ритуалах, которые происходили вне глаз паломников, в благовониях, в простых очищающих кострах, в окуривании келий перед ночной молитвой. Запах кедра кипрского нежнее, чем у ливанского и атласского. В нем меньше смолы, больше воздуха, больше света. Как будто это кедр, который умеет говорить шепотом. Кипрский кедр часто описывают как дерево внутренней простоты. Спокойный, незаметный, но очень честный. Он не обладает той могучей символикой, что кедр ливанский или гималайский. Он скорее маленькая внутренняя нота. Дерево, которое не требует внимания, но дает его тем, кто умеет слушать тишину. Со временем слово «кедр» стало путешествовать гораздо дальше, чем сами кедры. Когда в XVIII-XIX веках началась эпоха больших экспедиций, ботанических описаний и колониальных путешествий, европейские исследователи, миссионеры и торговцы встречали в разных частях света деревья, которые пахли или вели себя похоже на кедр ливанский или гималайский. У этих деревьев была похожая нота: теплая смола, сухая древесина, стойкость, способность держать пространство и очищающий дым, который использовали местные народы. И тогда к ним почти автоматически начали прикреплять уже знакомое слово – кедр. Не как название рода, а как название качества – стойкости, защиты, тепла, очищения. Так появились кедры Северной Америки, Сибири, Японии, Австралии, Африки. Деревья, которые биологически не имели к настоящим кедрам отношения, но оказались близки потому, как человек чувствовал их запах и присутствие. И у каждого такого кедра возникла своя маленькая история, свои ритуалы, свои традиции, свой характер. Когда европейцы впервые ступили на североамериканскую землю, они услышали запах дерева, который напоминал им знакомую ноту – теплую, сухую, смолистую. Так слово «кедр» стало именем для двух деревьев, которые коренные народы знали задолго до прихода переселенцев. Но для самих индейцев эти деревья не были кедрами. У каждого народа они имели свои имена и свою роль, вплетенную в духовную жизнь племени. Западный красный кедр – Туя публиката. На северо-западе у народов Хейде – Квакаютль, Цимшиан. Туя была деревом, из которого делали буквально все. Каноэ, которые могли держать океан, дома теплые и долговечные, маски и тотемы, обряды перехода, погребальные лодки, даже одежды для шаманов, из мягкой внутренней коры. Ее называли деревом жизни. И это не метафора, это система выживания. Без нее северные племена не могли бы жить на этих влажных суровых берегах. Дым туи – очищающий, выравнивающий, защищающий. Перед важными церемониями ее ветви сжигали в низком костре, чтобы очистить пространство, выгнать расстроенный дух, успокоить внутренний шум, подготовить дом к рождению или смерти, благословить путешественника. Тихий сухой дым туи считался дымом правильным. Он поднимался ровно, без дрожания, и поэтому шаманы говорили, что такой дым не путает слава между мирами. Красный вирджинский кедр Juniperus virginiana. На востоке и в центре Северной Америки можжевельник Juniperus virginiana стал деревом пути, перехода, решения, очищения души. Им ароматизировали амулеты, им натирали стрелы перед охотой, его ветвями окуривали юношей перед посвящением в мужчины. Этот кедр пах сладко-смолисто, тепло, почти как смесь кедра, ладана и сухих трав. Его считали деревом, которое помогает человеку увидеть ясно, сделать правильный выбор. Поэтому до сих пор на дорогах,
резерваций можно встретить пучки можжевельника, как защиту и благословение пути. Кедры Северной Америки – это деревья, которые держат дом и дух. Они служили укрытием от ветра, были основой для лодок и домов, мягко очищали пространство, сопровождали рождение и смерть, держали культуру. И даже когда европейцы дали им чужое имя, смысл остался прежний. Это деревья, которые стоят рядом с человеком в самые важные моменты его жизни. В Сибири слово «кедр» появился не из ботаники, не из науки, не из путешествий к Ливану. Оно родилось внутри народной культуры, как имя дерева, которое стало частью жизни, такой же необходимой, как хлеб, огонь, тепло дома. Сибирская сосна. Пинус сибирика не настоящий кедр, но для русского и сибирского человека она всегда была больше, чем сосна. Именно поэтому слово «кедр» прилипло к ней намертво. По запаху, по характеру, по роли в жизни. Сибирские кедры вырастают огромными. Они переживают морозы, которые ломают металл, ветра, которые сгибают все живое, бури, снег, жару, ледяные дожди. И стоят упрямо, широко, спокойно. Поэтому в народной культуре кедр – это символ крепости рода, того, что не ломается и не гниет, того, что сохраняет форму, когда мир вокруг трещит. Человека могли назвать кедровой натурой, про сильный характер, выдержку, честность. Сибирский кедр – одно из немногих деревьев, которое буквально кормит людей. Кедровые орехи – не добавка, а один из древнейших источников жиров, энергии, белка. Из них делали масло, муку, настой. И если год был урожайным, могли пережить зиму без голода. Поэтому в народе говорили: кедр – это щедрость земли. А сбор орехов был почти ритуалом. Шли семьями, помогали друг другу, делили добычу. Это формировало ощущение общности, которое до сих пор живет в деревенской памяти. Кедровая смола в Сибири была не редкостью, а домовым лекарством. Ее держали под рукой так же спокойно, как соль или хлеб. Ею смазывали раны, давали при простуде, жевали как природный антисептик. Теплая, густая, сладковатая. Она пахла жизненной силой, которая возвращает тело в порядок, будто собирая его заново. И когда кто-то кашлял, смолу намазывали на грудь, как способ помочь дыханию снова расправиться. В Сибири кедровую хвою и смолу сжигали. И ради другого, ради очищения. Когда семья въезжала в новый дом, когда кто-то тяжело болел, когда после ссоры воздух становился тяжелым, когда путники возвращались из долгой дороги, в доме зажигали кедровый дым. Это были тихие, семейные обряды. Не театральные, не драматические, простые, спокойные. Дымом выветривали плохое, создавали пространство, в котором можно снова дышать. Многие и сегодня так делают, даже не подозревая, что повторяют древний жест. У алтайцев, хакасов, шорцев кедр был больше, чем деревом. Он считался тотемом рода, деревом духа, деревом, которое связывает человека с землей и небом. Его ставили у священных мест, ветви использовали в обрядах защиты, под стволом оставляли подношения. Кедр охранял дом и людей. Не через силу, а через присутствие. В народных практиках Сибири кедровая ветвь под порогом или доска у входа была не талисманом, а знаком. В этом доме берегут друг друга. Кедровая древесина всегда была особой. Теплая, сухая, ароматная, она будто создавала вокруг себя правильный воздух. Говорили: кедровый дом, как баня, лечит. И
И правда, кедр выделяет фитонциды, которые очищают воздух, делают его мягким, светлым, таким, что хочется глубоко вдохнуть. Многие помнят этот запах с детства, запах доски, сундука, старого сруба, запах защищенности. Почему именно это дерево назвали кедром? Потому что для русского человека кедр – это не ботаника, это образ. Дерево, которое стоит за семьей, которое пахнет домом, которое держит тепло и не ломается под ветром, которое дает. И когда переселенцы, охотники, крестьяне искали слово, чтобы описать эту силу, имя кедр оказалось самым точным. Оно прижилось, осталось и стало частью культуры, как память о дереве, которое дышит вместе с человеком. В Японии нет настоящих кедров рода седрус. Но есть два дерева, которые заняли в культуре именно то место, которое в других странах принадлежало бы кедру. Место священной тишины, очищения и вертикали духа. Когда первые европейские исследователи XIX века описывали японские леса, они услышали знакомый характер смолистого дерева – чистый, сухой, тонкий. И почти машинально назвали оба дерева японскими кедрами. Хотя сами японцы никогда не использовали это слово. Но по духу они действительно стоят рядом с кедром. Суги растет вокруг синтоистских храмов. Его высокие прямые стволы выстраиваются как колонны света. И когда человек идет по такой аллее, ветер между стволами звучит почти как часть ритуала. Шаги становятся мягче, голос тише. Как будто сама земля просит идти внимательнее. Суги. Дерево внутренней собранности. Оно не давит и не требует, а просто выравнивает человека, поднимая его внутри вверх. Но так деликатно, что это ощущается скорее как настройка дыхания, а не как усилие. Эти деревья сажали у храмов, вдоль священных дорог, у входов в святилища. Из них делали балки домов, ритуальные предметы, иногда благовония для буддийских комплексов. Аромат суги мягкий, сухой, чуть пряный, как очищенный воздух после дождя. Поэтому его считали естественным очищением пространства. Если суги – это дерево рощ, то хиноки – дерево самого храма. Храм Исе, главный центр синто, строится только из хиноки, и каждые 20 лет перестраивается заново, в знак того, что чистота должна обновляться, как дыхание, как вода, как человеческое намерение. Хиноки пахнет светло, его аромат почти прозрачен. Смола с тонкой лимонной нотой, морской ветер, тихий древесный свет. Это запах, который делает ум яснее и оставляет внутри чувство пространства. Из хиноки создают алтари, чайные домики, ворота тори, ритуальные мосты и утварь для подношений. Его используют там, где человеку нужно почувствовать себя собранным и одновременно свободным. В ритуалах роль у обоих деревьев похожа. И суги, и хиноки – это очистители пространства, деревья правильного дыхания. Их ветви использовали, чтобы отвести тяжелую энергию. Их дым добавляли в благовония, их древесину брали для священных конструкций, чтобы место стало живым, спокойным, наполненным. Японцы говорили: там, где растет суги или хиноки, душа вспоминает о порядке. И действительно, эти деревья возвращают человеку чувство внутренней вертикали, как будто ставят его в линию с небом. Помимо Северной Америки, Сибири и Японии, слово «кедр» закрепилось еще в нескольких уголках мира. Это не были настоящие кедры, но деревья, которые вели себя похоже. Хранили дом, очищали дымом, давали прочную древесину и создавали вокруг себя чувство внутреннего порядка. И у каждого из них была своя маленькая история. В Австралии слово «кедр»
приклеилась к деревьям рода калитрис, стройным, смолистым, выносливым. Их древесина пахла сухим теплом, а дым шел ровно, чисто, поэтому аборигенные племена использовали его в исцеляющих песнопениях, в церемониях взросления, в ритуалах очищения после болезни, в обрядах, связанных с духами предков. Калитрис был деревом защиты. Его ветви носили на груди как оберег, а древесину клали в огонь перед важным путешествием, как пожелание правильного пути. Высоко в горах Капской земли на юге Африки растет ведрингтония, дерево с ароматом теплой пряной смолы. Его дым считался мостом к духам предков. Когда племена Сан или Кайсан собирались ночью у огня, кедровые ветви бросали в пламя, чтобы дым очистил пространство и помог войти в состояние тихой внимательности. Древесина считалась защитной, ее использовали в амулетах, клали под крышу хижины, делали фигурки духов-хранителей. Запах африканского кедра, сухой, пряный, слегка сладковатый, связывали с теплом земли и спокойствием сердца. В Китае слово «кедр» появилось в европейских текстах, когда натуралисты пытались перевести местные названия хвойных деревьев, используемых в ритуалах долголетия. На самом деле это были туи и кипарисовики, деревья, которые сажали у могил предков, в монастырских садах, у домов ученых, у храмов в честь долголетия. Их дым использовали для очищения дома, их древесина в ритуальных предметах, а сами деревья как символ устойчивой жизни. Запах был сухим, смолистым, ровным. И поэтому в переводах XIX века появился термин «китайский кедр». У маори были деревья, которые европейцы ошибочно назвали новозеландский кедр, хотя это были местные ароматные хвойные породы. Их древесина использовалась в резных тотемах, в украшениях каноэ, в ритуальных предметах, в домах, связанных с предками. Маори ценили дерево не только за стойкость, но и за способность удерживать дух, сохранять предметы, удерживать тепло, не стареть быстро. Запах был мягким, теплым, и европейцы отнесли его к знакомой им категории кедр. Так на карте мира появились десятки кедров, которые не были родом седрус, но напоминали о нем своим характером, чистым, смолистым запахом, ролью в обрядах и целительных практиках, стойкостью древесины, ощущением защиты и порядка. У каждого народа свой кедр, но во всех этих деревьях человек узнавал один и тот же образ. Образ дерева, которое держит пространство и сопровождает человека в важных моментах жизни. Кедр – одно из тех растений, чья медицинская история начинается задолго до письменности. Во всех регионах, где он рос, люди замечали две его ключевые особенности. Древесина почти не гниет, а смола защищает даже поврежденные участки коры. Именно поэтому кедр стал одним из древнейших природных антисептиков. Самые ранние упоминания встречаются в текстах Ближнего Востока. В Месопотамии кедровое масло использовали для обработки ран, язв, ожогов и кожных инфекций. Смолу растворяли в жирах, делали очищающие мази и ароматические смеси для воздуха. Считалось, что кедровый дым выводит нечистоту и помогает восстанавливать силы после болезни. В древнеегипетской медицине кедр также занимал особое место. В Эберском папирусе упоминаются составы на его основе для лечения инфекций, паразитарных заболеваний, воспалений кожи и дыхательных симптомов. Кедровую смолу добавляли в известные бальзамирующие смеси, не только ради аромата, но и из-за способности смолистых соединений предотвращать распад тканей. У греков и римлян кедр использовался как лекарство для дыхательной системы, кожи и в качестве природного консерванта.
Гиппократ писал о нем как о средстве, очищающем дыхание, а Плиний Старший описывал кедровый экстракт, применявшийся при язвах, гнойных ранах, грибковых заболеваниях, а также как защиту от насекомых и плесени. В Древнем Риме кедровое масло входило в состав церей, лечебных мазей для кожи и суставов. В аюрведической традиции гималайский кедр ценили как средство, снимающее воспаление и избыточный жар в тканях. Его использовали при заболеваниях дыхания для выведения лишней влаги, при кожных воспалениях, а также как успокаивающее средство для нервной системы. Во всех этих системах кедр считался прежде всего веществом, которое останавливает процесс разложения в теле, в ране, в воздухе. Его смола и дым воспринимались как природная защита, а масло – как лекарство, возвращающее тканям чистоту и равновесие. Сегодня кедры изучают не только фитотерапевты, но и лаборатории, занимающиеся микробиологией, дерматологией и нейрофизиологией. И современные исследования подтверждают то, что древние культуры наблюдали чисто эмпирически. Химический профиль настоящих кедров включает сесквитерпены, терпионы, смолистые кислоты, соединения с выраженным антимикробным эффектом. Эти вещества помогают самому дереву противостоять грибкам, бактериям, паразитам и разрушению древесины. И именно это свойство оказалось терапевтически ценным для человека. Исследования показывают, что кедровое масло подавляет рост бактериальной и грибковой флоры, ускоряет восстановление кожи, снижает воспаление в тканях, оказывает мягкое противоотечное действие, действует как природный репеллент, улучшает качество дыхания за счет умеренного бронхолитического эффекта. На уровне нервной системы кедровые сесквитерпены проявляют умеренное седативное действие. Они снижают активность центров тревоги и стабилизируют общую реакцию организма на стресс. Это объясняет, почему аромат кедра воспринимается как заземляющий и помогает при эмоциональном перенапряжении. Исследования качества воздуха в помещениях, обработанных кедровой древесиной, показывают, что она выделяет фитонциды, уменьшающие количество микробов в воздухе и влияющие на восстановление нормального дыхательного ритма. Таким образом, современные данные подтверждают то, что древние культуры знали интуитивно. Кедр защищает, очищает и помогает вернуть телу и пространству состояние, которое медики сегодня называют гомеостазом. Кедр всегда был деревом, к которому человек поднимал взгляд. Даже когда стоишь у его основания, кажется, что дерево держит свет, а небо опирается на его плечи. И в психологии древних культур кедр стал символом того, что превосходит индивидуальную силу человека, символом вертикали, которая соединяет бытие снизу вверх. В традициях Ближнего Востока кедр воспринимался не только как прочная древесина, но как дерево, которое напоминает человеку о его внутреннем стержне. Высота его ствола говорила о ясности, его устойчивая корневая система, о верности пути, а долговечность о том, что смысл проживает дольше человеческой жизни. Поэтому кедр стал символом праведности у пророков, образом справедливости в псалмах и метафорой внутренней стойкости в текстах мудрецов. Он не был магическим, он был знаком порядка, который человек хотел удержать и в собственной душе. Но важнее всего то, что кедр стал символом коллективной связи. Настоящие кедры не росли в одиночку. Они формировали рощи. И именно эти рощи давали древесину для храмов. Строительство храмов было общинным делом. Каждый вносил свою часть труда, времени, умения. И кедр становился не просто деревом, а знаком того, что общество способно объединиться ради чего-то, что служит всем. Когда кедровые рощи начали исчезать,
это было не только экологической потерей. Это стало отражением перемены в мышлении. Рощи исчезали потому, что каждая культура, каждая империя брала больше, чем успевали восстановить леса. И эта нехватка кедров стала практически зеркалом того, как менялась человеческая цивилизация. Место коллективной ответственности начинали занимать частные, утилитарные нужды. Постепенно слово «кедр» стало означать не вертикаль духа, а просто приятный древесный запах. Терпкое, смолистое дерево стало заменяться быстро растущими видами, которые напоминали кедр ароматом, но не смыслом. Туя, можжевельник, кипарисовики – все это деревья с собственным достоинством, но именно кедр они заменили потому, что человек все чаще предпочитал доступное, значимому, быстрое, настоящему, близкое, глубокому. Эта подмена не была осознанной. Она произошла так же незаметно, как исчезли рощи, в которые когда-то строили храмы. И в этом есть важный символический слой. Когда общество теряет способность удерживать что-то священное, оно начинает довольствоваться похожим. Когда труд становится краткосрочным, исчезают вещи, рассчитанные на века. Когда коллективная вертикаль исчезает, человек начинает искать заменители смысла, как заменители кедра. Но самое удивительное в том, что настоящие кедры все еще существуют. Они растут медленно, живут долго и не торопятся просить к себе внимания. И их запах тихий, глубокий, почти аскетичный, по-прежнему напоминает человеку о той внутренней оси, которую нельзя построить извне. Кедр остается деревом, которое пробуждает в человеке чувство порядка и достоинства. И когда человек вдыхает этот запах, кажется, что внутри выпрямляется что-то забытое. Не гордость и не сила, а простая память о том, как выглядит внутренняя устойчивость, которую не нужно доказывать миру. История кедра в парфюмерии начинается задолго до того, как само понятие парфюмерия появилось в привычном нам смысле. Еще в древних царствах Восточного Средиземноморья кедр использовали как основу благовоний. Он делал смесь устойчивой, дал ей сухую, чистую вертикаль, которая удерживала аромат так же уверенно, как кедр удерживает небо над своими ветвями. Его древесина горела ровным огнем. Дым поднимался тихо и прямолинейно. И это делало кедр идеальной основой для смол, трав, редких цветочных лепестков. Смесь, в которой был кедр, брала на себя его характер – устойчивость, ровность, собранность. Когда в античном мире начали создавать первые масла и бальзамы, кедр стал их структурой. Он давал ароматам ту самую несгибающуюся ось, которая позволяла запаху держаться на коже длительное время. Его смолистая сухость подчеркивала цветы, смягчала специи, делала сладкие ноты глубже, а смолистые – чище. В Средневековье, когда искусство благовоний перешло в руки монастырей, кедр снова оказался в центре внимания. Его использовали не только как душистую ноту, но и как правильный воздух. Аромат, который очищает помещение и создает атмосферу ровной духовной работы. Писцы хранили пергаменты в кедровых шкатулках, чтобы защитить бумаги от влажности и насекомых. А мастера благовоний добавляли кедровую щепу в сухие смеси, чтобы дым был более устойчивым. И когда уже в новое время начала формироваться европейская парфюмерия, кедр вошел в нее так, будто был для этого предназначен. Он стал одной из базовых древесных нот, тихой, сухой, но удивительно выразительной. Атласский кедр давал более сладкое, мягкое звучание, гималайский – холодное, почти минеральное, а ливанский – ту самую древнюю вертикаль, которая делает композицию серьезнее, глубже, честнее. Кедр был и остается материалом, который удерживает архитектуру аромата. Когда парфюмер хочет, чтобы композиция стояла прочно,
чтобы ее сердце звучало долго, а база не распадалась на отдельные ноты. Он выбирает кедр. В современном мире кедр стал одной из самых узнаваемых нот, но его роль не изменилась. Он по-прежнему делает аромат структурным, собранным, спокойным. Он умеет соединять несоединимое. Сладкое с горьким, дымное с чистым, теплое с холодным. Но, возможно, важнее всего то, что кедр в парфюмерии всегда несет ту же самую глубину, которую несет кедр в природе. Чувство внутренней вертикали, отсутствие лишнего, сухую ясность, которая делает аромат не просто красивым, а устойчивым. В композиции кедр чаще всего остается в тени, но именно он создает ту почву, на которой все остальное может звучать. Это та редкая нота, которая слышна сердцу раньше, чем носу. Но есть одна деталь, о которой знают не все. Когда сегодня в составе указано кедр, почти всегда речь идет не о настоящем кедре рода Седрус, не о древних рощах Ливана или Гималаев, и даже не о его эфирном масле. Парфюмерия живет по своим законам. И история кедра в ней стала историей подмены, которая незаметно превратилась в норму. Настоящий кедр когда-то был слишком ценен и редок, слишком медленно рос, слишком был связан с храмами, ритуалами, сакральной архитектурой. Он не мог стать массовым материалом. И когда древние леса начали исчезать, мир ароматов стал искать не сам кедр, а его звучание, его идею, его сухую устойчивость. Так на место священного дерева пришли его ароматические отражения. Самым распространенным кедром стал запах вирджинского можжевельника. Это сухая, прохладная, гладкая древесная нота, которая давно стала стандартом. Ее можно услышать в мужских ароматах 80-х, в унисексовых композициях, в нишевой парфюмерии, в дорогих брендах и в массовом сегменте. Этот запах стал тем, что люди автоматически называют кедром, хотя по сути это аромат можжевельника, который лишь напоминает древний образ устойчивого, сухого дерева. Другой кедр современности – нота, созданная лабораториями. Она не растет в природе. Она была придумана для того, чтобы звучать так, как должен звучать кедр в воображении современного мира. Чисто, структурно, немного графитово, как свежераспиленная доска, как холодная тень в новом доме. Эта нота вошла в современную парфюмерию так глубоко, что стала одним из ее архитектурных материалов. Без нее сложно представить композиции, где база должна быть строгой, сдержанной, без сладости и без старинной густоты. Именно такой кедр мы слышим сегодня в большом количестве духов, в ароматах о древесине и ветре, в композициях про чистоту и пустое пространство, в парфюмах, которые строят на ощущении тишины, минимализма и внутренней ровности. Настоящий кедр звучит иначе. Он глубже, суше, медленнее. В нем есть теплый оттенок смолы, который невозможно перепутать. Но он встречается редко, потому что натуральное эфирное масло кедра – редкий, труднодоступный и дорогой материал, который парфюмерия использует ограниченно. Так получилось, что под именем кедр в мир вошел запах дерева, которое лишь похожее. Быстро растущее, недорогое, способное дать парфюмерии то, что она от него ждет – структуру, ясность, устойчивость. И это стало еще одним отражением той подмены, которая произошла в культуре. Когда настоящий кедр стал исчезать, его место заняла удобная имитация. Сегодня, когда человек говорит «я люблю запах кедра», почти никогда речь не идет о настоящем седрус. Он любит сухой, чистый аккорд, созданный парфюмерией нового времени. Запах, который стал образом современного человека, собранного, минималистичного, почти графичного. Но стоит вдохнуть аромат настоящего кедра.
И становится ясно, что эти два мира почти не пересекаются. Один кедр дает структуру, другой возвращает вертикаль. И только вдохнув настоящий аромат, понимаешь, что это не просто разные материалы, это разные уровни смыслов. И здесь я хочу перейти к личному опыту. Ливанский кедр касается глубинного слоя человеческих связей, того уровня, где переплетаются намерения, эмоциональные узоры и то, чем люди способны наполнять друг друга. Его аромат поднимает не просто воспоминания, а именно ту область внутренней памяти, где хранится опыт оторванности. Почему человек перестает чувствовать других, что приводит к разъединению, и какие уроки душа проходит там, где связь становится тонкой, почти невесомой. В этом состоянии есть ощущение изгнанничества, не внешнего, а внутреннего, когда человек сам не замечает, как оказывается на расстоянии от мира. Ливанский кедр очень точно высвечивает эту грань. Пока связь ослабевает, внутренний огонь становится тише, движение жизни медленнее, и словно что-то важное внутри начинает угасать. Кедр показывает, как быстро человек иссыхает, если пытается жить без обмена, без движения чувств, без открытости, без способности принимать и отдавать. Он словно говорит о том, что изолированность не защищает, она постепенно стирает след, от которого питается сама душа. И в то же время этот же аромат напоминает, что связь – это пространство, в котором появляется сила. Ливанский кедр несет ту самую информацию, что возвращает человека к способности чувствовать других, улавливать тепло, слышать интонации, откликаться, наполнять. И чем больше человек открывается этому движению, тем заметнее оживает внутренний свет. Он становится не ярким, а теплым, устойчивым, как дерево, которое стоит в ряду и получает силу от всех, кто разделяет с ним один склон, одну землю, один воздух. Это аромат, в котором соединяются две истины. Разрозненность сушит, а способность чувствовать делает живым. И ливанский кедр говорит об этом предельно просто. Там, где душа возвращает себе открытость, там она снова может наполнять других. И не обеднеть от этого, а стать цельнее. Аромат от ласкового кедра поднимается мягко, как будто в воздухе появляется теплая плотная нить, которая сперва кажется просто древесной, но вскоре становится чем-то более тяжелым, более земным, словно в нем заключена память о слоях человеческих стремлений. В этом запахе есть оттенок силы, который не поднимает вверх, а наоборот тянет вниз, в область, где духовное движение человека может незаметно уступить место материальному. Атласский кедр дотрагивается именно до того слоя бессознательного, где развивается подмена, когда поиск смысла превращается в желание обладания, а рост – в гонку за преимуществом. Он показывает пространство, где человеческие отношения начинают выстраиваться не через взаимодействие и тепло, а через порядок страхов, который формирует иерархию. Ту, в которой сила определяет ценность, где место в структуре важнее подлинного движения души, и где человек учится жить внутри системы, не замечая, что она держится на страхах, а не на связи. Запах атласского кедра делает видимой эту внутреннюю механику. То, как стремление к безопасности, успеху, признанию может постепенно заменять стремление к развитию, и как внешняя устойчивость становится дороже внутренней честности. В этом кедре чувствуется тень власти, не конкретной, а той, что живет в каждом человеке. Когда он начинает поднимать значимость собственных целей выше живого движения других людей. Атласский кедр резонирует с тем местом, где появляются структуры управления, как внешние, так и внутренние, когда человек начинает действовать через давление, через контроль,
через скрытую силу, потому что видит в этом единственный способ удержать то, что считает важным. Но вместе с этим аромат делает видимым и то, что скрывается под этими структурами. Страх потерять, страх уступить, страх быть слабым. И то, как именно этот страх становится фундаментом взаимодействия между людьми, если духовная часть жизни оказывается на втором плане. Атласский кедр показывает, как душе становится тесно в тех пространствах, где сила подменяет смысл, а контроль – связь, где внешняя уверенность растет, а внутренняя цельность постепенно уменьшается. И в этом его действие. Он помогает увидеть, в каком месте человек перестал расти, потому что начал держаться за внешнее, и в каком месте можно снова вернуть движение, мягкое, внутреннее, честное. Аромат гималайского кедра ощущается как теплая, терпкая глубина, которая поднимается медленно, будто откуда-то из основания горы. В нем есть легкий оттенок густой земли, след древнего камня, и чувство того, что этот запах знает о человеке больше, чем он сам успел узнать о себе. Гималайский кедр касается слоя бессознательного, в котором скрыто то самое желание, ставшее причиной тяжелых внутренних состояний. Желание, которое когда-то казалось важным или необходимым, но со временем превратилось в источник страдания, в ту силу, что тянет вниз, но от которой так трудно отказаться. Не потому, что она дает что-то значимое, а потому что давно стала частью внутренней привычки жить через потребность. Запах поднимает этот слой мягко, но очень точно. Он будто освещает то место внутри, где человек все еще хочет получать ресурс только ради собственной выгоды и без намерения отказаться, без готовности отпустить старое. И становится видно, как именно это желание побуждает повторять одни и те же шаги, даже если каждый шаг приводит к тем же тяжелым переживаниям, к упадку, к ощущению бессилия, к той безысходности, которая кажется тотальной. Гималайский кедр показывает не саму боль, а ее источник, как внутренняя зависимость от желания может удерживать человека на дне собственных состояний. В этом есть особая ясность. Запах не толкает в драму, не углубляет страдания. Он просто делает видимым то, что долго было скрыто в тени. И вместе с этим возникает другой слой, очень тонкий, почти невесомый. Это пространство, в котором появляется возможность осознания, дающая человеку шанс подняться над собственным падением. Постепенным, честным движением вверх, когда становится понятно, что духовный рост – не абстрактная идея, а конкретное решение – остановить круг повторений и выйти к свету. Гималайский кедр помогает почувствовать, что даже в самых тяжелых состояниях есть точка выхода, и она начинается в момент признания. Желание, которое приносит боль, можно отпустить. И тогда то, что казалось тотальностью, становится этапом, а не приговором. Этот аромат создает пространство, в котором человек может увидеть себя чище, чем раньше, и сделать шаг, который был невозможен, пока внутренняя тяга к собственному ресурсу управляла всей системой чувств. Гималайский кедр – это дыхание, которое появляется там, где тяжесть была почти неподвижной. Он не отменяет глубину переживаний, но показывает направление, в котором можно подняться. А теперь о тех деревьях, которые стали носить имя кедра, хотя к нему не относятся. Запах порт-орфордского кедра или кипариса Лоусона кажется светлым и почти прозрачным, но за этой ясностью скрыт весьма глубокий пласт. Он поднимает ту область бессознательного, где формируются представления о взаимозависимости между людьми. О том тонком, невидимом пространстве, где одна жизнь неизбежно вплетена в другую. Этот аромат касается тех мест, где нарушенная связь превращается в ограничение, когда вовремя несказанное слово становится причиной холодной дистанции, когда недопонимание рождает страдания,
и когда попытка замкнуться лишь усиливает чувство собственной отделенности. Порт Орфорд резонирует с теми сюжетами, которые человек обычно относит к кармическим. Повторяющиеся ситуации, столкновения, болезненные узлы, которые тянутся из опыта в опыт, как будто требуют своего завершения. Он делает видимым тот момент, когда страдание возникает не само по себе, а как следствие разрыва в коммуникации, в словах, намерениях, жестах, которые не нашли дороги к другому человеку. В этом запахе есть ощущение испытания, которое не давит, а показывает внутреннее поле конфликта, где связь не может быть восстановлена автоматически, где требуется осознание, движение навстречу и честный взгляд в ту часть себя, которая предпочла отступить. Порт Орфордский кедр дает возможность увидеть как ограничение, физическое или эмоциональное. Часто связано с нарушением живого обмена между людьми. Он выносит на поверхность то, что долго лежало в тени, тему взаимозависимости, которая стала источником боли только потому, что связь когда-то была прервана. И когда этот слой становится ясным, появляется ощущение легкости, как будто воздух наполняется возможностью постепенно распутать узел, который тянулся слишком долго. Запах западного красного кедра звучит мягко, сухо, но внутри него есть напряжение, похожее на тонкую трещину в связи между людьми. Этот аромат поднимает пласт бессознательного, в котором живет опыт проблемных, нарушенных взаимодействий. Тех ситуаций, где намерения на органичное общение исказились под давлением страха, ожиданий или давней боли. В нем есть отзвук коллективных отношений, где связь перестает быть гибкой, где люди перестают слышать друг друга, и где каждая попытка приблизиться сталкивается с внутренней защитой, которую давно никто не осознает. Западный красный кедр касается именно того слоя, где общение становится трудным не из-за слов, а из-за нарушенного движения между людьми. Там, где намерение быть в связи сначала искажается, а потом тихо разрушается. Этот аромат показывает, как в обществе рождаются дисгармоничные узлы, когда человек действует не из живого отклика, а из старой установки, когда взаимодействие перестает быть свободным и превращается в механизм, который приносит напряжение вместо ясности. Этот кедр высвечивает такие места, делая заметным сам механизм нарушения. Запах показывает структуру, как напряжение распределяется между людьми, как старые внутренние правила вмешиваются в простоту общения и как связь может стать свободной снова, если увидеть, где она была нарушена впервые. Это аромат, который раскрывает не боль, а ее динамику. Не конфликт, а то, что делает его возможным. Он напоминает, что взаимодействие – живая материя, и что его можно вернуть к естественности через осознание самого тонкого излома. Западный красный кедр становится тем тихим светом, который ложится на поверхность старых социальных трещин и позволяет увидеть их без страха и без необходимости прятаться от других. Запах вирджинского кедра поднимается сухим, терпким дыханием, которое будто проходит сквозь внутреннее пространство и касается того слоя, где формируются самые ранние представления о себе. Это не мягкий запах, не утешающий. Он звучит честно, почти обнаженно, как ветер, который проходит через старое дерево и ничего не скрывает. Этот аромат резонирует с областью бессознательного, где живут патологичные желания. Те, что искажают внутренний образ человека, создавая ложные основания для страдания. Желания, которые рождаются не из силы, а из внутреннего голода. Стать другим, быть лучше, не быть собой, исправить не поведение, а саму возможность существовать. В этом слое возникает ощущение отторжения себя. Глухое, плотное, которое иногда трудно различить от обычной усталости. Но именно оно становится источником той самой ничтожности,
которую человек чувствует, не понимая, откуда она взялась. Запах вирджинского кедра касается этих пространств мягко, но неизбежно. Он делает видимой саму структуру внутреннего искажения, где оценка себя перестает быть объективной и превращается в деформированную линзу. Этот аромат особенно откликается людям с нейроотличным восприятием мира, в том числе тем, кто живет с СДВГ. Там, где внутренние процессы идут быстрее, ощущения становятся ярче, а реакция на собственные ошибки болезненнее. Именно в этих местах и возникает резонанс. Запах поднимает опыт, в котором человек сталкивается с чрезмерной самокритикой, со стремлением соответствовать, с внутренней невозможностью увидеть себя цельно. И вместе с этим ощущается другое движение, едва заметное, но важное. Вирджинский кедр словно создает небольшое расстояние между человеком и его внутренним самоотвержением, позволяя увидеть, что чувство ничтожности не истина, а реакция, которую можно наблюдать со стороны. Не погружаться в нее, а просто узнавать. Этот кедр помогает увидеть искаженное восприятие себя и создать пространство, в котором это восприятие не управляет всей жизнью. Он делает видимым чувство ничтожности. И в этом открывает возможность постепенно вернуть человеку ощущение себя без искажений и без внутреннего давления. Запах вирджинского кедра касается именно того уровня, где рождается ложное ощущение «я ничтожен», где человек начинает верить «проблема – это я», а не его особенности внимания, эмоциональной регуляции или опыта. Запах поднимает этот слой так, что его можно наблюдать со стороны, не отождествляясь с ним. То есть он помогает разворачивать патологичные установки, чтобы человек увидел. Это не он ничтожен, это ранний механизм защиты, который перестал быть полезным. Этот кедр создает пространство, в котором можно впервые почувствовать разницу между собой и токсичной установкой о себе. Запах хиноки поднимается чисто и светло, но внутри этой чистоты слышится давний, почти забытый пласт. Тот, где накапливалась патологичная информация человечества, конфликты, которые не были решены, намерения, которые заменялись силой, и моменты, когда раздражение становилось ярче, чем способность видеть человека. Хиноки касается той зоны бессознательного, где сопротивление отдавать другому становится автоматической реакцией. Там, где человек выбирает напряжение вместо диалога, жесткость вместо движения навстречу, агрессию вместо понимания. Это слой коллективной памяти о том, как легко доброе намерение превращается в защиту, а защита – в удар. В запахе хиноки ощущается этот узел. Состояние, когда раздражение захватывает внимание настолько, что взгляд перестает различать живого человека. Остается только внутренний импульс оттолкнуть, не дать приблизиться. И именно этот импульс хиноки делает заметным. Он не разбирает причины, не смягчает эмоции, а просто дает возможность увидеть, как глубоко внутри спрятан старый механизм. Там, где могла быть связь, возникла сила. Там, где могло быть решение, появилось сопротивление. Там, где был человек, осталась реакция. И когда это становится ясным, возникает небольшое пространство для выбора. Увидеть не просто раздражение, а то, что оно скрывает. Хиноки работает именно в этой тонкой зоне, между моментом вспышки и моментом, когда человек снова способен вернуться к контакту. Если прислушаться к ароматам кедров, становится ясно. Каждая из этих деревьев говорит не просто о связи, о намерении быть в связи, о той внутренней готовности оставаться открытым. Даже когда есть сопротивление, страх, личный эгоизм или желание действовать только ради себя. Кедры показывают, что духовная связь – это не эмоция и не комфорт, а выбор. Внести свой вклад в общее, не ожидая выгоды,
держать линию, когда проще отступить. И помнить, что истинное развитие возможно только там, где каждый человек работает не на свое одиночное возвышение, а на общую высоту. Такой была связь, на которой когда-то строили храмы. Ни один из этих храмов не был результатом силы одного человека. Они возникали из коллективного намерения. Строить не ради славы, а ради смысла. Не ради власти, а ради света. Не ради выгоды, а ради того, что делает людей больше, чем сумма их личных историй. Ливанский кедр несет память об этой связи, о том, как общая вертикаль держала целые народы. Атласский показывает, что происходит, когда связь заменяется силой. Гималайский напоминает, что даже в падении можно снова встать и идти вверх. Ложные кедры рассказывают об ошибках человечества, где общение нарушалось, где намерения искажались, где путь к другому становился трудным. Но если собрать все голоса вместе, послание будет одно. Истинная духовная связь – это намерение и действие, которое поднимает всех. Это готовность делиться, создавать, вкладывать свою часть в то, что будет жить дольше тебя. Такую связь не разрушает ни время, ни трудности, ни несовершенство человека. Она продолжает расти, как растут кедры, медленно, упорно, вертикально. И, возможно, именно поэтому аромат кедров ощущается таким тихим и сильным. Он возвращает человеку память о том, что великие вещи – храмы, общины, традиции, смыслы – рождаются только там, где есть намерение быть в связи ради развития не одного, а всех.